Что же такое квантовый скачок? Как его создать? Почему кто-то взлетает и сразу становится долларовым миллионером, и я все топчусь на месте? Это самые распространенные вопросы, которые задают мне мое окружение, мои клиенты, мои подопечные. Меня зовут Бимашова Асель. Я эксперт в области квантовой физики и автор своей собственной методики под названием квантовиология, которая как раз-таки позволяет рассчитать квантовый скачок и создать его в моменте. Причем это никак не зависит от уровня твоей осознанности, образования, знаний, проработанности. Это вот касается психологов. И даже не зависит от уровня твоего дохода. Работаешь ли ты в найме, сидишь ты в декрете или есть у тебя дело. Это не важно. Применив законы квантовой физики, ты можешь уже создать свой квантовый скачок здесь и сейчас. И в этом видео я расскажу 5 фактов о данном скачке, и ты, самое главное, узнаешь, что необходимо сделать для того, чтобы это свершилось уже в твоей жизни. Итак, факт первый. Многие ошибочно думают, что квантовый скачок, он зависит от некой судьбы, от некого такого абстрактного события внешнего, которое никак не зависит от меня. На самом деле мы сами создаем проекцию своего будущего здесь и сейчас. На самом деле мы сами создаем материю, которая нас окружает. И если в твоей материи нелюбимая работа, низкий заработок, плохая квартира, старая машина, какие-то токсичные, непонятные отношения, поверь мне, это проекция твоего сознания и подсознания. И, соответственно, все, что внутри тебя, это проецируется во внешнем. Поэтому, если ты во внутреннем изменишь определенные моменты, применив как раз-таки законы квантовой физики, то ты и в моменте получишь другую материю, другой уровень жизни и материальных благ. То есть факт номер один, квантовый скачок ни в коем случае не зависит от каких-то внешних факторов, на которые ты не можешь влиять. Типа судьба, Всевышний, Бог и так далее и тому подобное. Ты можешь это создать сам, абсолютно. Факт номер два. Также все ошибочно думают, что для совершения квантового скачка необходимы какие-то супер неординарные знания, какая-то мега проработанность, либо нужно впахивать, работать 25/8 для того, чтобы вот как раз-таки получить желаемую сумму. Это все бред. Достаточно свое внутреннее состояние, а именно частоту электромагнитного поля, которое ты излучаешь как физическое тело, повысить до высоких частот. И, соответственно, ты уже в поле, в материи транслируешься как тело иного состояния, которое чувствует себя высокочастотно в других обстоятельствах, в других материй. И пространству не остается ничего делать, как эту материю вокруг тебя создавать, то есть создавать новую реальность по твое биологическое поле. Например, твоя базовая частота находится на уровне 3-5 Гц. Это частота жалости, обиды. И ты неосознанно транслируешь именно эти эмоции в пространство. И, соответственно, из миллионов вариаций ты привлекаешь именно те обстоятельства, тех людей, те события, которые что заставляют? Да, обижаться и чувствовать вину, чувствовать обиду, чувствовать жалость. И поэтому премию получает твой бездарный коллега, а не ты. Поэтому твоя какая-то незрачная соседка встречает мужчину мечты, а ты до сих пор одна. Но если мы свое электромагнитное поле поднимаем на частоту, допустим, хотя бы 100 Гц, это благодарность, мы начинаем притягивать в своей материи те обстоятельства, те ситуации, за которые мы благодарим. И вот тебе какой-то бонус на работе, и вот тебе неожиданный подарок, и вот встреча с тем самым желаемым человеком, с которым у тебя начинаются гармоничные отношения. А самое главное, приходят деньги именно в том размере, который ты хочешь, и в легкости, без страданий. Факт третий. Квантовый скачок можно совершить только тогда, когда мы отпускаем, отказываемся от того уровня жизни, на котором мы находимся. Здесь в качестве подтверждения я приведу теорию струн. Что это такое? Вот представь, что вся наша жизнь – это струны, по которым мы пробираемся вверх, где нижняя струна – это самый отрицательный вариант твоей жизни, а верхняя струна – самый положительный. То есть внизу ты в бедности, ты в нищете, ты в несчастье, ты в обиде, а верхняя струна – это ты в богатстве, в изобилии, в любви, в счастье, в радости. Так вот, для того, чтобы нам перескочить на следующую струну, нам нужно сначала отказаться от предыдущей, оторваться от нее. И что это значит? К примеру, если ты сидишь на нелюбимой работе, которая тебя бесит и раздражает, где тебя обесценивают твой талант, и ты не получаешь желаемого дохода, то не будет такого, что вот тебе спустился бизнес, либо там
работа твоей мечты с великолепной зарплатой, уровнем дохода и признанием. Ты сначала увольняешься, ты сначала уходишь, либо наступает какой-то внешний кризис, из-за которого тебя увольняют, выталкивают с этого места, и происходит процесс освобождения. То есть я отказываюсь от старого места, и только в этот момент в мое пространство приходит новое место работы, либо новый бизнес, новый уровень дохода. То же самое и здесь. Находясь в каких-то отношениях, ты не встретишь того самого мужчину либо женщину, с которым у тебя будут совершенно другие отношения, отношения полной любви, радости и счастья. И это тотальнейшее заблуждение, что мы сидим в своем болоте и ожидаем, что это чудо как-то спустится само и изменит нашу жизнь. Нам нужно сначала высвободиться, уйти с нелюбимой работы, расстаться уже с этим человеком, который тебе уже здесь, отказаться от того дела, которое тебя выжигает, истощает и уже давным-давно не приносит дохода, но ты боишься оставить это из-за, конечно, страха. Мы освобождаемся от старого, и только тогда мы переходим на следующий уровень, на следующую струну. Факт номер 4. Также многие ошибочно считают, что квантовый скачок – это что-то такое очень болезненное, мегатрансформационное, и это всегда через преодоление, трудность, вот знаешь, как путь героя в каком-то там, я не знаю, голливудском фильме, где ему пришлось там 33 раза умереть, воскреснуть, и вот он добился своего счастья, дошел до финиша и нашел свои сокровища. Такое может быть, но если понимать процессы, считывать пространственные знаки, а я этому обучаю, то этот переход можно сделать очень плавным, очень гармоничным, а самое главное, очень экологичным для тебя и для членов твоей семьи. То есть не обязательно разводиться, не обязательно оставлять свой любимый город, не обязательно рушить всю свою предыдущую жизнь. Можно, применив определенные методы, сделать это очень плавно, гармонично, а главное мягко. И новые события будут втекать в твою жизнь постепенно и последовательно, как раз таки по чуть-чуть, по крупицам, как я говорю, по субатомам собирать твою новую пространственную материю, то есть твою новую реальность. И вот, вуаля, через буквально там 3 недели ты уже находишься в новой квартире с новым уровнем дохода, и это реально работает. И факт номер 5. Квантовый скачок зависит от того, насколько быстро и качественно ты проработаешь свои матричные программы. Суть в том, что каждый человек рождается и вырастает с определенным набором матричных программ, которые как раз-таки и транслируют вот это электромагнитное поле и создает его реальность. И человек неосознанно следует этим матричным программам. К примеру, я не позволяю себе брать либо просить помощи, я обесцениваю себя, либо я недостаточно хорош для того, чтобы уже иметь то, что я хочу. Это все матричные программы, которые у нас заложены вот буквально там на уровне глубоких подсознательных процессов, и мы их даже не чувствуем, не видим, не считываем. Это, знаете, я люблю приводить пример сна. Допустим, когда ты спишь, ты же видишь сны, но ты их не контролируешь. Не бывает же такого, что мы ложимся спать и в моменте приснись мне сегодня золотой замок и розовый дракон, и хоп, именно эту картинку мы видим. Но при этом мы знаем, что сны приходят, но это неконтролируемый процесс. То же самое, матричные программы в нас есть, но мы их также не можем контролировать. Но при этом они нас транслируют как определенное физическое тело, которое находится на той или иной электромагнитной частоте. Что же необходимо сделать? Нужно эти 8 матричных программ, а их базово 8 в каждом человеке, перепрошить, проработать. Вот как раз таки я это и делаю со своими подопечными. И когда мы их прорабатываем, когда мы их прошиваем, это достаточно всего лишь сделать за 8 часов, вы трансформируетесь внутри, вы на уровне пространственной материи считываетесь как уже физическое тело совершенно другой частоты, не 5 Гц, а уже 50, 75 и так далее. И в этот момент меняется ваша пространственная материя. Вот и все. И какой итог я хочу сделать? Квантовый скачок может совершить каждый человек на самом деле. И для того, чтобы он в твоей жизни произошел здесь сейчас, нужно начать с проработки своих 8 матричных программ. Это самый первый шаг. Ну и далее уметь считывать символы, сигналы с пространственной материи для того, чтобы принимать вот эти как раз-таки трансформации и изменения уже в пространстве. Это может быть какое-то там случайное приглашение на какое-то мероприятие, встреча с давним знакомым, с которым ты не виделся десятки лет, и тут он тебе рассказывает про интересный проект, про который ты когда-то думал. Вот это как раз-таки есть знаки, которые нам посылает Вселенная для того, чтобы мы перебрались на новую страну своей жизни.
где нас ждет новый уровень дохода, новый уровень отношений, новый уровень материальных благ. Ну что, пользуйся этими инструментами и совершай свой квантовый скачок. А самое главное, помни, что ты его можешь сделать уже здесь и сейчас.